Друзья, всем привет, с вами Михаил. Сегодня у меня эксклюзивный спецвыпуск. За моей спиной аэропорт Ремезов, город Тобольск. Он еще не открыт, он откроется примерно через месяц. Сейчас мы посмотрим спикеров, о нем все расскажут и вернемся. Да, коллеги, всем доброе утро. Мы рады приветствовать вас на родине Дмитрия Ивановича Менделеева, современной, как сейчас ее называют, столице российской нефтехимии, в городе, где историческое наследие соответствует технологиями будущего, и который является точкой пересечения временных и географических путей. В течение нашего сегодняшнего пресс-тура он у вас будет насыщенным, дневным. У вас будет прекрасная возможность поближе познакомиться со всей многогранностью Тобольска, окунуться в его историю, узнать о перспективах развития. Обо всем этом мы поговорим в течение ближайшего часа, но сейчас, чтобы понять, где мы находимся, я предлагаю посмотреть вот что. Запсибнефтехим – крупнейший современный нефтехимический комплекс в России, мощностью 1,5 миллиона тонн полиэтилена и 1 миллион тонн полипропиленового. Ну, а сейчас я бы хотела передать слово генеральному директору Запсибнефтехима Максиму Николаевичу Новому. Уважаемые коллеги, друзья, рад вас приветствовать на территории Запсибнефтехима. Очень приятно вас всех здесь видеть. И мы всегда рады приезду гостей. Строительство аэропорта началось в 2019 году. Соответственно, это было решение в рамках государственно-частного партнерства между Тюменской областью и Синьковым. Соответственно, после проект наш был разделен на 2 этапа. Соответственно, в рамках первого этапа земляные работы были начаты уже в 2019 году и весной 2020 года, то есть буквально менее года, менее 1 года, то есть объект был введен в эксплуатацию. За этот период мы выполнили колоссальный объем работ, то есть начиная с моделировки земли, да, то есть площади свыше 100 тысяч квадратных метров, также устройство бетона около 100 тысяч по метру. То, что вы сейчас посадочная полоса. Помимо этого, спроектирована и построена водосточная сеть аэродрома и смонтирована комплекс оборудования радиотехнического обеспечения полета. Соответственно, для успешного результата, да, то есть обеспечения высоких темпов, в рамках первого этапа было обеспечено устройство трехбетонных заводов. Соответственно, это позволило в первую очередь сократить логистическую составляющую доставки бетона до площадки. И второе, это не снижая качество материала, обеспечить свою площадку с наращиванием завода за устройство трехбетонных ввоза. На пике строительства первого этапа численность подрядных организаций была свыше 2000 человек. И также задействовано было 830 единиц техники. На сегодняшний день посредством заключения Государственного научно-исследовательского института по оценке области взлетно-посадочной полосе присвоена оценка свыше 5 единиц. В целом, для понимания, по стране средний показатель объема объекта составляет в среднем 3 единицы, минимально 7,2. То есть можно сказать, что построена взлетно-посадочная полоса одна из самых крупных в стране. Второй этап предполагал строительство самого уже показательного комплекса в составе терминала с блоком административного здания и остальные объекты инфраструктуры, необходимые для эксплуатации. 25 октября 2020 года была покупка первая свая, как раз под будущий терминальный комплекс. Стоит отметить, что так совпало, но его
свай погрузил коренной житель Тобольска Сергей Григорьев, он же, как вы видели ранее, первая свая, он же погружала тоже первую сваю за МСИ, под строительство МСИ. И это было, соответственно, 5 лет назад, то есть в феврале 2015 года. Что можно сказать про терминал в целом? Да? То есть более 90% строительных конструкций материалов, используют попавшихся возведений каркаса здания, они являются отечественным производством. В целом, вокзальный комплекс представляет собой инновационное проектное решение, которое обеспечивает пропускную способность до 380 км в час. Здесь, наверное, стоит отметить, что в отделке терминального здания активно применялись материалы с использованием сырья СИГУ. То есть подробнее я вам об этом сегодня расскажу еще, когда будем посещать сам аэровокзальный комплекс терминал. Что касается наружных сетей, то также использовались трубы для наружной водосточной системы аэродрома, то есть применение материалов СИГУ, и футляры для кабельных линий, защищающие от механических повреждений. На сегодняшний день строительно-монтажные работы по благоустройству в рамках проекта завершены. Сегодня ведется как раз уже такие интерьерные решения по терминалу, да, и о них вот расскажет, соответственно, следующий мой коллега. И сегодня у вас, конечно же, будет уникальная возможность побывать, посмотреть собственными глазами терминал, соответственно, взлетно-посадочную полосу. Ну и хочу вас заверить, что вы первые журналисты, блогеры, жители Уральского федерального округа Тюменской области, да, которые ступят своей ногой до момента открытия и запуска регулярного авиасообщения в этой осени. Спасибо. Как мы видим, строители со своей задачей справились, ну а сейчас я предлагаю раскрыть вообще главную интригу сегодняшнего дня, показать то, как будет выглядеть Тобольский терминал, и рассказать об этом попрошу генерального директора студии Валентина Фролова. Всем добрый день. Да, как уже сказали, меня зовут Валентин Фролов. Директор своей студии. Я руковожу командой неравнодушных российским аэропортным дизайнеров. В нашей копилке уже 3 аэропорта участвовали в разработке концепции по интеграции Пушкина Шереметьево. Мы делали аэропорт Курчатов в Челябинске и вот теперь Ремезов в Тобольске. Каждый житель Тобольска, наверное, знает имя Ремезова. И вопрос, почему Семен Ремезов, наверное, не вызывает какого-то сомнений. Для нас лично Ремезов стал открытием. Мы, конечно, что-то знали, но чем больше погружались в биографию, а самое главное, наследие его, очень сильно удивляемся. Конечно, мы знали, что он историк, архитектор, картограф, но мы не знали, что он еще и почти современный дизайнер. То есть он в своих картах использовал те приемы, которые сегодня используют самые передовые графические студии. Использовал там универсальные цвета, легенды, иконки, почти современные. Только просто он их рисовал руки, у него не было компьютера. Вот. Но вообще Ремезов потрясающая личность, сейчас о ней говорить, наверное, нет времени. О ней можно говорить в аэропорту, можно слушать в аэропорту будет, когда запустятся рейсы. Ну, вообще о Ремезове много где можно узнать. Но в аэропорту особенное место, где можно на нем подробнее узнать. Как вы знаете, имя выбрано народным голосованием за Семена Ремезова. Жители Тобольска отдали больше всего голосов, это больше 76%. И самый, наверное, главный вопрос, да, как все-таки будет оформлен аэропорт после того, как ему было присвоено имя Ремезова. Наверное, нет смысла рассказывать о глубоких каких-то смыслах дизайна, рассказывать вам о концепции, о том, что авторы вкладывали, какие смыслы, потому что это неправильно, да, сказал, а правильнее это посмотреть на оформление с точки зрения обычного пассажира,
что видит человек буквально вот с порога. И если он все понимает, если все как бы считывается, значит, наверное, все понятно, и объяснять специально великие смыслы не нужно. И поэтому я предлагаю, сейчас я от лица обычного пассажира, не знаю, или блогера, или любопытного просто пассажира, буду комментировать. Вот я приезжаю в аэропорт, и что я вижу? Издалека, я еду, например, на такси, издалека вижу какой-то самолет летит над картой, ну или над реками какими-то. Подъезжая ближе, вижу какой-то старинный город, написано Тобольск. Вопрос, как бы, в чем дело, наверное, проскакивает скользко, потому что написано Ремезов, и все как бы сразу стоит на свои места. А, понятно, все логично, идем дальше. Захожу в терминал. Первое, что меня встречает, это прямо на пороге огромный компас на полу, или так называемый роза ветров. Любопытно, посмотрим дальше, мне нужно зарегистрироваться на рейсе. Пока стою в очереди, разглядываю эту интересную композицию, замечаю, что что-то здесь не так. Почему-то до Екатеринбурга надо идти 2 недели верблюдами, а до Москвы 2 месяца лошадьми. Но смотрю рядом, оказывается, можно еще на самолете долететь, и понимаю, что, наверное, имелось в виду, что современные транспортные средства позволяют просто в десятки раз сокращать то время, которое раньше тратилось во времена Ремезова, наверное. Да, наверное, так имелось в виду. Ну да, в общем-то, все понятно, интересно, поразглядываю дальше, мне кажется, уже моя очередь подошла. Извините, пожалуйста, знаете, особенно добавить вас. Пытались представить караваны верблюдов из Тобольска в Екатеринбург. Такие, знаете, с юмором ребята делали, там, ну, честно говоря, так, произвело впечатление, когда вы вживую посмотрели, как интересно. Да, спасибо. Верблюды, на самом деле, да, вызвали у многих удивление и недоумение даже у некоторых, но на самом деле во многих книгах Ремезова как бы упоминается, что один из транспортов в то время был верблюд, и в Тобольске можно было встретить верблюдов. Там, кроме верблюдов, есть еще средства передвижения оленей, на собаках, вот можно в северные края. Можно пешком на Пекин дойти, 4 месяца. Я возвращаюсь к нашему герою. Он подходит к стойкам регистрации, конечно же, получает посадочный талон и, к примеру, за спиной очаровательной девушки видит портрет. Понятно, что Семена Ремезова, точнее, я в первый раз рассказываю, я вижу портрет. Как-то он, видимо, наверное, никто сейчас не знает, как выглядел старина Ремезов, и, наверное, его решили изобразить в форме карты, как бы, ну, видимо, так он и может выглядеть, мы точно не знаем. Наверное, это имели в виду авторы. Понятно, что рядом с ним Кремль, его детище и, наверное, самый узнаваемый объект в Тобольске. Все понятно, логично. У меня, в принципе, есть еще время, поэтому я оглянусь вокруг, замечу, что от стойки регистрации я вижу надпись «Кто такой Семен Ремезов?». Честно скажу, слышал, но хотелось бы узнать, заинтригован, пошел посмотреть. Подхожу, вижу стенд, вижу экспозицию, вижу мультимедийный стенд, можно потыкать экран. В принципе, все о Ремезове можно здесь узнать. Вижу желтеньким обозначено, что можно скачать аудиогид, что-то послушать. В общем-то, минутки за 2, я думаю, что можно все узнать про Ремезова, если я сильно спешу. Но я не спешу, поэтому я буду разглядывать, буду подходить к экспонатам и смотреть, что же там такое. Ну, вот, например, один экспонат. Здесь у нас есть обозначение трека аудиогида номер 16. Скачаю, послушаю. Весь аудиогид, наверное, слушать не буду, поскольку я еще хотел заскочить в кафе, а то, если опоздаю на рейс придется верблюдами добираться. Вот. Пойду все-таки я до кафе, аудиогид заприметил, потом дослушаю. И иду в сторону кафе. Кафе находится в доступном месте, сразу видно, сразу понятно. Яркая стена. Кстати, где-то я эту карту уже видел. Кажется, в экспозиции. Кажется, еще где-то в городе видел. Это, наверное, одна из самых известных карт Ремезова. Вижу Великую Московию. Туда путь держу. Земля Чувашская. Наверное, это современная республика Чувашия. Интересно было бы здесь попробовать
какие-нибудь блюда вот этих вот народов, которые здесь изобразил Ремезов. Но, видимо, калач я сегодня попробовать не успею, попробую на обратном пути, потому что уже объявлена посадка. Надо спешить. Прошел осмотр довольно быстро, оказался в уютном, но небольшом зале вылета, где, как оказалось, не так все спешили и еще есть некоторый запас времени. Вижу на стенах огромные холсты с работами Ремезова. Подойду поближе, посмотрю. Ага, это карта Тобольска, видимо, времен Ремезова. Интересно, даже есть обозначение улиц. Аудиогид надо, наверное, скачать и в полете послушать в авиарежиме. Так, оглянусь. Есть еще большие картины, надо посмотреть. Это 3 картины. Ну, интересно, почему их 3? Что же это за картины? Так, одна картина про Тобольск, другая картина про Байкал, где мы, видимо, отодвинулись куда-то в середину Сибири. И 3-я картина, она уже про Дальний Восток, и я вот тут даже вижу Пекин, китайскую стену. Наверное, хотели сказать, что Ремезов буквально на самолете облетел всю Сибирь, всю Россию, и вот здесь на этих 3 картинах можно это все увидеть. Послушаю дальше в полете. Ну, я полетел. До самолета нас довезет автобус уже со знакомой абстракцией в виде, видимо, той карты, которую я видел в кафе. Вот так закончился маршрут нашего гостя аэропорта пассажира на вылет. Сейчас буквально 3 шага, когда он вернется. Например, он живет не в Тобольске, а периодически летает в Тобольск. Он возвращается, прилетает. Посадка была прекрасная, было очень мягко. Автобус подвез к перронной стороне фасада. Замечаю уже знакомый самолет, который снова летит над картой. Но, видимо, здесь уже продолжение, и река Тобол продолжается дальше. Замечаю логотип, что-то раньше я не обращал внимания. Логотип, в принципе, логичный. Самолет летит над картой. Ну, почему нет? Наверное, такой должен быть логотип в аэропорту. Захожу в зону выдачи багажа. Замечаю, что пока я жду, в принципе, могу познакомиться с достопримечательностями Тобольска, которые, судя по всему, как будто бы нарисованы рукой Ремезова, но, видимо, это современная карта, потому что там есть современные объекты. Посмотрю, может быть, куда-то съезжу. Вот, тут даже есть записательный стихи, ничего себе. А на выходе меня ждал Ремезов экспресс, на котором я поеду к себе в отель. Сделаю селфи с фасадом, ну и желаю всем передать удовольствие. Спасибо за внимание. Вот такой может быть полет каждого из вас через некоторое время, когда откроется аэропорт. Я уверен, что наш аэропорт, он будет одним из лучших в Российской Федерации, одним из гостеприимных, а местная власть все сделает для того, чтобы гостям нашего города было комфортно, уютно и интересно. В общем-то, мы ориентированы на то, что аэропорт будет готов к приему регулярных рейсов 15 октября этого года, то есть буквально месяц с небольшим осталось до этого момента, когда аэропорт откроет двери для пассажиров и, в общем-то, для посадочную полосу для регулярных рейсов. В настоящее время расписание аэропорта формируется. Буквально вчера был выпущен НАДАН, специальное уведомление для авиакомпании, авиационных властей о том, собственно, когда и в каком регламенте начинает работать аэропорт. И после получения этого официального уведомления авиакомпании начали формировать это расписание. Я думаю, что в течение ближайшей недели оно утвердится и будет представлено уже конкретно. Но сегодня мы можем говорить о том, какие полеты с Тобольска будут выполняться напрямую. Безусловно, это будут рейсы в Москву, в столицу будут летать. На старте мы ожидаем рейс 3 раза в неделю. Предварительно авиакомпания ЮД планирует выполнение этих рейсов. В случае соответствующего спроса может быть увеличено количество рейсов до 5 в неделю. Кроме того, комиссия специальная Министерства транспорта Российской Федерации утвердила программу субсидированных рейсов, которые также с октября начнут выполняться из Тобольска.
Сейчас идет оформление соответствующих документов и приказов, но по результатам заседания комиссии утверждены также рейсы Тобольск-Санкт-Петербург, которые будут выполнять Аэрофлот. И они будут выполняться до 4 раз в неделю. Помимо этого будут прямые рейсы Тобольск-Новосибирск 2 раза в неделю, которые будут выполняться авиакомпанией «Севен», и 2 рейса в неделю также Тобольск-Екатеринбург, которые будет выполнять авиакомпания «Редвинс». Так что в году 2 недели не придется равно как и на машине 10 часов, сколько это сейчас занимает. А перелет до Екатеринбурга будет всего час. Ну, а в общем-то связь с такими крупными региональными кабами, как Екатеринбург, Новосибирск, даст возможность жителям Тобольска путешествовать дальше в восточном направлении на Дальний Восток, Восточную Сибирь, через Новосибирск. Достаточно большая полетная программа, а из Екатеринбурга будет трудно стыковаться в европейскую часть России, центральную, на южные проводы, Сочи, Симферополь и так далее. Ну и плюс международные направления, которые также доступны из этих аэропортов, ну и, понятно, Москва-Санкт-Петербург, это также крупнейшие интересные хабы. В общем, до конца октября все эти рейсы должны взлететь, как у нас говорят, начать выполняться вот с этой частотой, по каким конкретным дням недели и в какое время суток они будут выполняться, как в ближайшие дни после того, как расписание будет сформировано, сможем объявить, и обязательно это сделаем. Ну, в общем-то, после этого действительно, как Михаил сказал, наверное, в Тобольске начнется некий новый этап транспортной доступности, в первую очередь туристической. Я знаю, что порядка 400 человек, подсчетом 400 тысяч человек в год ежегодно приезжают сюда в Тобольск в качестве туристов, посещают его в качестве гостей. Конечно, при наличии вот таких серьезных провозных гостей, вот транспортного потенциала, который открывается с таким количеством рейсов, в общем-то, существенно может быть увеличена эта цифра. Наверное, главное сообщение на этот счет. Что сейчас будет происходить в аэропорту в течение оставшегося времени? Ну вот сейчас до конца сентября вы увидите, там завершаются какие-то отделочные работы, и как раз работы, связанные с формированием позиции, про которую коллеги рассказали, посвященные Семену Ремезову, установка и наладка оборудования уже непосредственно технологического, смотрового, багажного и так далее, и так далее. С октября, с начала месяца, то есть первые 2 недели октября, начнется серия волонтерских испытаний. Это тоже достаточно такой интересный момент. Порядка 700 человек, студенты, видимо, институтов, тобольских и средних учебных заведений, они будут имитировать пассажиров. Всего планируется 6 таких испытаний в течение 2 недель, когда несколько сотен человек одновременно приходят и имитируют посадку на рейс. Они будут проходить весь путь, чистовать багаж, проходить регистрацию, получать посадочные талоны, идти на досмотр, на посадку. Просто лишь разница, что они будут, к сожалению, пока садиться в самолет, куда-то вылетать. Ну и также будут обратно делать. Цель этих испытаний, в общем-то, устроить такое натурное испытание для нашего персонала, который сегодня сформирован и обучен, еще не работал с такими потоками пассажиров, хотя проходили практику в других наших аэропортах. И, конечно, это испытание оборудования. То есть все эти тестирования, они будут носить такой, знаете, не благостный характер, а наоборот стрессовый. Мы всех волонтеров просим по возможности брать с собой какие-то запрещенные перевозки предметы, не прятать их в багаж ручной клади, это будет своего рода испытания для службы авиационной безопасности и транспортной, увидеть эти предметы и найти. Безусловно, часть волонтеров будут имитировать маломобильных граждан, да, то есть когда они требуются определенные услуги и помощь при посадке и прохождении процедур. Различные ситуации, когда пассажиры перевозят животных, растения, и мы будем имитировать отказы системы, когда во время регистрации, допустим, перестреливают принтер, который печатает посадочные бирки, талоны и так далее, и так далее. Система цифрового оповещения вдруг выходит из строя, и нам надо провести пассажиров, потому что пора идти на посадку. В общем, обширный набор сценариев. Это сама технология, она себя очень хорошо зарекомендовала. Мы неоднократно применяли ее в наших аэропортах, когда делали реконструкцию и строительство запускных аэропортов. Ну и вообще по всему миру она достаточно активно применяется, потому что позволяет действительно испытать под нагрузкой и персонал, и сами системы, выявить все проблемы с оборудованием и, в общем-то,
своевременно их устранить до начала полноценного, скажем так, уже обслуживания пассажиропотока. Поэтому, как я сказал, в оставшееся время сделано, и с середины октября аэропорт уже будет готов к выполнению рейсов. Друзья, ну вот вы слышали, 15 октября будет открытие аэропорта. Сегодня 10 сентября. Погода для съемок, ну, не очень хорошая. То дождливо, то дождь перестает идти. В общем, сейчас мы зайдем, посмотрим вовнутрь. Там еще идут общестроительные, ну, точнее, отделочные уже работы, косметические. И посмотрим, как аэропорт выглядит изнутри. Площадь аэропорта 5500 квадратных метров. Это, в принципе, немного. Для сравнения, например, Челябинский терминал новый 16 500, то есть в 3 раза больше. Сейчас идем вовнутрь, смотрим, как выглядит аэропорт изнутри. Если мы посмотрим на здание вокзала, мы видим с правой стороны здания реплика города Тобольска, да? Это со схемы Ремезова. И на месте, где нарисован самолет, это как раз то место, где сейчас построен аэропорт. Ну что, на этаже, видите, да, надпись «Ремезов». Оформление терминала еще идет. Вот еще вот эти вот элементы нужно будет наклеить на стены, и картина будет более полной. Вот пока еще стены в основном белые, но скоро они уже будут разрисованы, расклеены. Мне уточнили, что площадь самого терминала 3 с лишним тысячи квадратных метров. Вот тут еще рядом здание есть, тоже как бы для пассажиров частично. Там еще площади есть для пассажиров, там комната матери и ребенка и прочее. И в общей сложности 5500 квадратных метров. Пока устанавливается досмотровое оборудование, то есть сейчас в настоящий момент в аэропорту нет контролируемой или неконтролируемой зоны. Здесь все открыто, все везде снимать можно. То есть правила авиационной безопасности тут пока не действуют. Когда все это установят, тогда начнут действовать. Пока вот рабочие еще делают косметический ремонт. Вот. Пойдем дальше. Зона выдачи багажа. Вот пока одна лента. Я не знаю, там может быть будет вторая, хотя я не утверждаю, но по крайней мере вот одна точно есть. Она пока закрыта. Наверное, уже смонтирована.
Здесь еще идут небольшие отделочные работы. Пункт досмотра, зона контроля. Нет, оно было бы такое. Неплохо. Еще немного вида аэропорта со стороны летного поля. То есть сейчас, пока у нас есть сюда допуск, пока еще забором все не закрыто, можем посмотреть, как он выглядит со стороны летного поля. Вот летное поле. Здесь, конечно, пока еще ничего нет, но оно уже давно готово к приему самолетов. Друзья, вот так выглядит аэропорт. Терминал на самом деле бесхитростный, тут нет каких-то дизайнерских особых решений, просто слегка прямоугольное здание. Друзья, сейчас мы на перроне, пойдем на взлетно-посадочную полосу. Ну, вы быстро посмотрели, там площадь не такая уж большая, чтобы там долго ходить. У нас короткая программа по изучению аэропорта, поэтому постараемся в нее укладываться. Сейчас пойдем на взлетно-посадочное поле и посмотрим, как оно выглядит. Хотя оно уже, еще раз повторюсь, уже давно готово к эксплуатации. Это все участники пресс-тура, то есть представители СМИ, блогеры, споттеры из разных регионов. Возможно, кто-то из вас здесь тоже есть. Идем по рулежной дорожке на взлетно-посадочную полосу. Ровный подстриженный газон. Друзья, на взлетно-посадочной полосе снимаю. У нее обозначение 0,8, ну точнее магнитный курс 0,8. Одна полоса, ну конечно, больше аэропорту не надо на сегодняшний день и на завтрашний тоже. Вот так она выглядит. Длина полосы 2400 метров. Там светосигнальные огни, соответственно, аэропорт уходит вот в ту сторону. Это сигнальные огни, посадочные, если я их правильно называю. С одной стороны они должны быть зеленые, то есть когда посадка разрешена, это начало полосы. И с другой стороны они красные, то есть это для самолетов, чтобы они не выезжали при приземлении за эти посадочные красные огни. Вот там вдалеке находится пожарная часть. Видимо, у них учения уже идут и часть сформирована. Ну, наверное, она входит в состав аэропорта. Спасоп. Помните, я делал спецвыпуск из аэропорта Кольцово. Вот примерно такая же часть и должна быть здесь. Опять пошел дождь. Я не знаю, он мешает вам, но, по крайней мере, снимаю в тех условиях, которые сейчас есть. Это левая рулежная дорожка, если стоять к аэропорту, к терминалу лицом. А здесь получается еще одна дорожка, она находится справа. То есть полоса идет вон туда.
То есть нет такого, что идет от терминала рулежная дорожка куда-то вот в один конец полосы, в другой. Они здесь только с одной половины полосы. Поэтому если самолет прилетит вот отсюда, где я стою, и уедет вон туда далеко, то там он должен будет развернуться и вернуться сюда. Ну, наверное, вот на ту рулежную дорожку, видите, вот она идет белой полосой. Да, тем более, если здесь будет стоять самолет, вот здесь, то, соответственно, они там не пересекутся. Вот там, вот она идет. Вот идет рулежка для самолетов, то есть стоянка будет где-то вот здесь. Одна из стоянок. А сейчас пока не готов сказать, сколько здесь будет стоянок. Телетрапов здесь, как вы видите, нет. Они тут и не нужны, в общем-то. Там какое-то помещение. Тоже я не готов сказать, что это. Ну, большие ворота, может быть, какое-то грузовое. Видимо, аэропорт рассчитан и на международные рейсы когда-нибудь в будущем, поэтому и на английском языке тоже. А может быть, просто для иностранцев, которые прилетят внутренними рейсами. Друзья, дождь усиливается, поэтому, наверное, на этом будем завершать наш обзор. Возможно, я сюда еще вернусь. Один из рейсов, который сюда будет, это субсидируемый рейс Red Wings из Екатеринбурга в Тобольск, соответственно. По цене пока еще ничего не известно. Расписание формируется или будет только формироваться. Возможно, я сниму этот аэропорт уже на прилете или на вылете. Пока еще не могу сказать, но это возможно. Следите за моим каналом. Нужно обязательно подписаться, чтобы не пропустить уведомления о новом обзоре, о новом перелете. Возможно, это будет перелет именно сюда, в аэропорт Тобольска, который называется, еще раз повторюсь, Ремезов. Такое название выбрали жители города, региона, проголосовав за него в открытом голосовании. Всем пока, счастливо. И не забудьте ставить лайки, и уж точно желаю хорошей погоды.